Когда 5 лет назад родился Дилан, врачи сразу же поняли, что с ним что-то не так. Кожа на его спине была темно-красной, а остальные части тела покрывали большие коричневые пятна. Оказалось, что Дилан страдал от серьезного заболевания, которое называется врожденным меланоцинарным невусом. Около 80% его тела было покрыто родимыми пятнами. Врачи объяснили матери Дилана Каре, что в первые годы жизни ее сыну предстоит пройти несколько операций. Пациенты, имеющие врожденный меланоцинарный невус, подвержены высокому риску развития рака кожи. Поэтому для них особенно важно наблюдать за родинками. Гигантская родинка, покрывающая большую часть спины Дилана, была настолько велика, что врачи хотели удалить ее хирургическим путем. Эта операция была не из легких, поскольку требовалась пересадка кожи с других частей тела ребенка. Когда Дилан стал старше, врачи решили приступить к сложной операции. Чтобы иметь достаточное количество кожи для трансплантации, врачам пришлось вшить в тело мальчика импланты, похожие на грудные. Дилан ходил с имплантами в течение 3 месяцев, что позволило его коже значительно вырасти. Идея заключалась в том, чтобы пересадить эту кожу на спину мальчика после того, как с нее будет удален гигантский невус. На сегодняшний день Дилан перенес большое количество операций. После 26 операций на теле мальчика осталось около половины гигантской родинки. Мы надеемся, что его родинки никогда не станут злокачественными, ведь они могут перерасти в рак в любой момент, рассказала мать Кара. Ему назначают операцию каждые 3-6 месяцев, в зависимости от того, над какой частью тела будут работать врачи. Несмотря на многочисленные операции и периоды восстановления, Дилан – счастливый маленький мальчик. Мы делаем то, что лучше для него, и изо всех сил стараемся дать ему полноценную, долгую жизнь, сказала Кара. Я постоянно удивляюсь Дилану, ведь он всегда улыбается и не боится больницы врачей, а медсестры любят его. Дилан прекрасно понимает, что отличается от большинства детей. Незнакомые люди часто останавливаются и рассматривают его на улице. Когда это происходит, Дилан просто объясняет им, почему выглядит именно так. На самом деле люди не хотят позлорадствовать, они просто очень любопытны. Но бывало и так, что люди вели себя грубо. Однажды в супермаркете менеджер магазина попросил нас уйти, потому что один из их клиентов был очень впечатлен после того, как увидел моего ребенка. Это чрезвычайно меня огорчило, рассказывает Кара. Но мать отказывается прятать от общественности или стыдиться своего ребенка. Я не боюсь выйти с ним на улицу и не хочу, чтобы он беспокоился или думал, что ему должно быть стыдно. Родители Дилана создали специальную страницу на Facebook для людей, которые хотят следить за его преображением. Дилан очень храбрый мальчик, которого, несмотря на родимые пятна, все просто обожают. Я искренне надеюсь, что оставшиеся операции пройдут для него гладко.